Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим еще один популярный армянский торт – птичье молоко. Но это совсем не то птичье молоко, которое вы сразу себе представили. Это совсем другой торт. Его также называют армянская птичка или армянское птичье молоко. Этот торт, так же как и микадо, можно встретить практически везде. В супермаркетах, кофейнях, кондитерских, пекарнях, даже в буфете в театре. И я, конечно, старалась пробовать его в разных местах. Торт состоит из тончайших медовых коржей, вкуснейшего сливочного крема и сверху обязательно покрыт шоколадной глазурью. Торт настолько нежный, буквально как суфле, возможно, это и стало причиной такого названия торта. Торт очень-очень вкусный, особенно приготовленный самостоятельно. Давайте готовить армянскую птичку, и я все подробно расскажу. Приготовление начнем с медовых коржей. В большой чаше нам нужно соединить яйца вместе с сахаром, добавить воду и взболтать венчиком. Затем добавить мед и еще раз хорошо перемешать венчиком. Так как коржи у нас медовые, мед играет большую роль во вкусе торта. В Армении очень вкусный мед, я использовала местный, и коржи получились просто невероятными. Поэтому постарайтесь найти качественный мед, это важно. И теперь к медовой яичной массе добавляем сливочное масло, нарезанное кубиками комнатной температуры. У меня здесь масло 82,9%. И теперь эту смесь нам нужно отправить на паровую баню. Чтобы сделать паровую баню, понадобится кастрюля с водой. Воду нужно довести до кипения, затем уменьшить огонь и сверху установить чашу. Важно, чтобы чаша не касалась дном воды, а нагревалась именно от пара. Чаша должна быть огнеупорной. Кстати, когда у меня была электрическая плита, в подобных рецептах для нагрева массы я просто использовала сотейник с толстым дном без паровой бани. А на газовой плите нагрев агрессивный, поэтому понадобилась паровая баня. Итак, при постоянном перемешивании нам нужно постепенно нагреть массу до растворения сахара и сливочного масла. На этом этапе масса уже должна хорошо нагреться, стать горячей, и в этот момент добавляем к массе соду и начинаем активно перемешивать. Пойдет реакция соды с медом, масса начнет светлеть, увеличиться и пениться. В этот момент, продолжая активно мешать, нужно выключить нагрев. Затем нужно снять массу с плиты и дать ей буквально несколько минут остыть. На поверхности массы будет пенка. Теперь медовую массу нужно соединить с мукой. Муку надо просеивать и добавлять в несколько этапов. Сначала замешиваем тесто лопаткой в чаше, а потом перемещаемся на рабочую поверхность. Постепенно подсыпая муку, замешиваем тесто. Тесто должно получиться очень нежным, мягким и, возможно, немного липковатым. Но не спешите добавлять еще муки. После отдыха и остывания тесто станет очень податливым и удобным в работе. Последние порции муки добавляйте не спеша, возможно, понадобится не вся мука. Если тесто забить мукой, то коржи будут жесткими после выпечки. И когда тесто замесили, его нужно завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на пару часов. После отдыха с тестом очень удобно работать. Я разделила его на 8 частей и буду выпекать 8 коржей размером 20 на 20 см. Я буду делать квадратный торт. И пока я буду раскатывать и выпекать коржи, расскажу об особенностях этого торта. Первое. Коржи для армянской птички раскатываются очень тонко. Нужно учесть, что они еще поднимаются во время выпечки и в торте напитываются кремом, за счет чего тоже увеличиваются. Вторая особенность. Торт делается совсем невысоким. В начале видео я показывала птичку из кондитерской. И часто этот торт нарезают на длинные прямоугольные куски или ромбики. Но и обычные куски от круглого торта тоже распространенный вариант. Так что можно сделать его и круглым. Я делала квадратный торт, чтобы удобно было его резать на прямоугольные пирожные. Но вот низкие торты делать у меня никак не получается, поэтому мой торт получился значительно выше. Но думаю, что на вкусе это никак не отразилось, торт получился бесподобным. Так что вы по желанию можете коржи делать большего размера, чтобы торт получился ниже. Перед выпечкой корж накалываем вилкой и выпекаем на температуре 190 градусов до золотистого цвета. Это около 4-5 минут. Корж я вырезаю сразу после выпечки, пока он еще горячий. Так все коржи получаются одинаковыми.
Обрезки мы сразу же съедали, они невероятно вкусные. Теперь приготовим очень вкусный сливочный крем. В креме будет заварная часть, которой нужно очень хорошо остыть, поэтому крем можно готовить заранее. Я заварную часть приготовила вместе с коржами, а на следующий день доделала крем и собирала торт. Для заварной части нам понадобится кукурузный крахмал, молоко и сахар. Я немного изменила рецепт заварной части, чтобы приготовить ее без добавления яиц. Итак, к кукурузному крахмалу нам нужно добавить сахар и хорошо перемешать венчиком. Затем сюда от общего количества молока нужно влить примерно третью часть. И также очень хорошо перемешать венчиком, чтобы в массе не было никаких комочков. А оставшееся молоко тем временем нужно на плите довести до первых признаков кипения, но не кипятить. Горячее молоко сразу же снимаем с плиты. Берем нашу крахмально-молочную смесь, еще раз хорошо ее перемешиваем венчиком и теперь при постоянном перемешивании начинаем тонкой струйкой вливать крахмальную смесь в горячее молоко. Как только обе массы объединились, сразу возвращаем сотейник на плиту и при постоянном перемешивании начинаем заваривать смесь. Нам ее нужно довести до кипения и после кипения проварить несколько минут. При этом важно смесь постоянно активно перемешивать. Также можно венчик менять на лопатку, чтобы проходиться по дну, по стенам сотейника, чтобы ничего нигде не пригорало и чтобы масса нигде не комковалась. Вы заметите, как после кипения масса начнет густеть, продолжаем активно перемешивать и в конечном итоге нужно заварить массу вот до такой консистенции. А мне она напоминает что-то типа густой манной каши, но смесь должна быть полностью однородной. Продолжая перемешивать, снимаем ее с плиты и сразу же переливаем в чашу для охлаждения. Масса должна получиться полностью однородной, без комков или пригоревших элементов. И если вы все правильно сделали, то дно у сотейника должно быть вот таким чистым, ничего пригоревшего нет. Сразу накрываем массу пищевой пленкой в контакт с поверхностью. И теперь нам предстоит два этапа. Первый – это полностью охладить массу. И второй – это довести ее до комнатной температуры. Так как остывание происходит неравномерно, сначала охлаждается поверхность и дно, а в толще тепло сохраняется, важно дать достаточно времени. Поэтому лучше заварную часть готовить заранее и удобно массу на ночь поставить в холодильник. А перед тем, как продолжать готовить крем, за несколько часов достать массу из холодильника, чтобы довести ее до комнатной температуры. И давайте посмотрим, что в итоге должно получиться. Масса простояла ночь в холодильнике, утром я ее достала и оставила на несколько часов, пока она не дошла до комнатной температуры, примерно 21 градус. Вот такая текстура у заварной части. Теперь нам нужно подготовить сливочное масло. Оно должно быть также комнатной температуры, примерно такой же, как и заварная часть, и нарезанная на кубики. Его вместе с заварной частью нужно заранее достать из холодильника. Сливочное масло должно быть вкусным и качественным, у меня здесь 82,9%. Масло необходимо очень хорошо взбить миксером. Оно должно стать светлым, пышным, воздушным, кремовым. Я взбиваю масло минут 7. И теперь мы подошли к самому сложному этапу в приготовлении этого крема, который требует внимания. Нам нужно соединить обе массы, а сделать это не так просто. Вообще такие кремы считаются сложными в приготовлении. Чтобы массы объединились и крем не расслоился, нужно соблюдать два момента. Первое. Соединять массы надо на равных температурах, и масло, и заварная часть должны быть примерно одинаковой температуры. И второе. Соединять массы надо постепенно, добавляя заварную часть к маслу маленькими порциями, буквально по 1 столовой ложке, каждый раз объединяя. Главное не торопиться и работать внимательно. При нарушении условий крем расслаивается, идет крупинками, получается неоднородным и не достигает нужной текстуры. Есть разные ухищрения, кто-то ставит рядом кастрюлю с горячей водой, кто-то использует фен. Если крем расслаивается, его подогревают во время взбивания до однородности массы, и затем тепло убирают и продолжают работать.
Также есть предположение, что крем расслаивается, если масло некачественное или жирностью ниже 82%, но здесь я точно не знаю. На приготовление крема для соединения масла с заварной частью у меня ушло около 20-25 минут. Я добавляла по 1 столовой ложке, перемешиваем на невысокой скорости миксера, так как взбивать здесь уже ничего не нужно, и периодически перемешиваем крем лопаткой. В результате крем должен получиться однородным, пышным, воздушным и очень вкусным, и у нас все готово к сборке торта. Чтобы крем равномерно распределить в торте, я его весь взвесила и разделила на количество коржей с учетом, что последний верхний корж покрывать кремом не нужно. Получился вес крема на 1 корж, и на весах я отвешивала порцию для каждого коржа. Собранный торт нужно обернуть пищевой пленкой, и сверху можно установить небольшой груз. И торт убираем в холодильник минимум часов на 8, я оставляла на ночь. И когда торт настоялся, приготовим шоколадную глазурь. Для глазури в небольшом ковшике соединяем молоко, сахар и какао. Хорошо перемешиваем, чтобы какао увлажнился и масса в такую кашицу превратится. Отправляем ковшик на плиту, доводим до кипения, постоянно перемешивая, и после кипения варим совсем недолго, буквально полминутки. Нужно, чтобы сахар полностью растворился. Затем снимаем массу с плиты и добавляем сливочное масло, холодное, нарезанное кубиками. Тщательно перемешиваем, чтобы сливочное масло разошлось. И должна получиться вот такая однородная, глянцевая, блестящая, красивая глазурь. Даем глазури совсем немного остыть и выливаем ее на поверхность торта. Если глазурь сильно остынет, она загустеет и уже не ляжет таким равномерным слоем. С помощью палетки помогаем глазури растечься. Поставим торт в холодильник, чтобы глазурь схватилась. Потом я переставила торт на чистый пергамент, чтобы срезать края. И уже готовый торт я переставляю на подложку и режу на пирожные. Из торта этого размера получилось 10 пирожных. Торт режется невероятно легко, он хорошо пропитался и стал очень нежным. Торт готов. Вот таким у меня получилось армянское птичье молоко. Торт невероятно вкусный и нежный. Друзья, обязательно попробуйте этот торт. А у меня на этом все. Я благодарю вас всех за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч.